Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же она говорит о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Простите, я немножечко простыла, поэтому буду похрипывать и покашливать, так что прошу прощения. Не хотелось просто надолго вас оставлять без присмотра. Итак, смотрим сигнификацию. Что же сейчас у вас происходит в жизни, да? В каких же вы энергиях находитесь? Вы в своей жизни прошли довольно непростой период, но вы из него вышли победителем. Даже те из вас, кто сейчас находится в таком вот плачевном состоянии, да, потому что помним, что это общий расклад, вы в любом случае, вы долго не задержитесь в таком состоянии, потому что вы по жизни победитель, вы очень человек сильный, вы настолько жизнерадостный, вы привыкли побеждать, да, вы привыкли быть, знаете, вот на высоте всегда. Да, бывают периоды, когда хочется волком выть просто, потому что плохо, потому что больно. Хочется волком выть от бессилия, что ли, да? Вы такой человек, который всегда и протянет руку помощи. Вы человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Вы, знаете, вот сейчас как-то вот живете, ну, как бы неторопливо, да, вот особо таких вот энергий активных у вас нет. Простите. Вот вы, знаете, никуда не торопитесь, вы особо не напрягаетесь, чтобы каких-то вот целей достигать, потому что, ну, нет как-то мотивации. У вас не для кого сейчас вот стараться. Для себя стараться не очень хочется. У некоторых может проигрываться, что для детей вы можете стараться, конечно же, да, потому что вы хороший отец, это те, у кого есть дети. А вот для себя как-то вот руки опущены. Живете по накатанной, да, живете здесь и сейчас, живете сегодняшним днем. Хотя денежка у вас про запас есть. Вы такой человек, который всегда будет держать деньги про запас, потому что, ну, расточительство это не про вас. Абсолютно такой вы человек, ну, довольно, ну, экономный, что ли, я бы сказала, да, в каких-то моментах. Вот вы, особенно на себя, вы особо денег не будете тратить, потому что, ну, как-то вот вы то ли так воспитаны, да, вот вы приучены жить для других, да, вот жить для кого угодно, но только не для себя. У вас есть надежные друзья, у вас есть люди, с которыми можно было бы веселиться, тусить, да, куда-то ходить, проводить время. Кто-то, может быть, с семьями дружит. Ну, как-то неохота. Вот может даже проигрываться, что вас приглашают куда-то, да, позажигать, посидеть, да, вот даже вот эти все вот мальчишники, да. Но, тем не менее, как-то не очень вас и тянет туда. Ну, не хочется. Вы, возможно, еще некоторые вот из вас, да, может проигрываться, что либо обучаетесь какой-то новой профессии, может быть, это дополнительно что-то, либо это курсы повышения квалификации могут проигрываться. Ну, то есть вы такой человек, еще вообще всезнайка, я бы назвала, что вот вы любите постоянно повышать свою квалификацию, даже вот в том русле, вот в котором вот вы работаете, допустим, да, у каждого это будет своя сфера абсолютно. Вот вы будете как-то, так знаете, постоянно искать новинки, постоянно заниматься каким-то вот своим саморазвитием. Вы будете настолько таким вот усердным учеником, я бы сказала. Вот вы, то, что касается вот вашего саморазвития, да, какого-то познания, да, вот такого вот всестороннего даже познания, вы очень усердный, очень прилежный такой ученик. Поэтому, смотрите, вот единственное, что проблема у вас, я не вижу сейчас в данный момент личной жизни. Вот я не вижу в смысле, что постоянной женщины возле вас. Это вас и огорчает, и в то же время вот как будто вы выдохнули, да? Вот выдохнули с облегчением. Почему?
Да, это, скорее всего, уход. Это уход либо же из семьи, уход из отношений. Да, в этих отношениях, скорее всего, это была семья. Да, вот дети могут проигрываться, либо же вы хотели детей. Ну, то есть это ситуация, когда вы реально любили человека, когда вы хотели быть вместе, да, когда хочется, ну, быть реально вместе до конца жизни, вот из этой сферы. Такую женщину, знаете, вот может даже проигрываться, что вы давно, ну, давно ждали такую женщину. Вот я сейчас говорю про бывшую, да, пусть это вас, ну, не обескураживает. Я имею в виду, что когда вначале вот вы знакомились, вот она вам показалась, ну, настолько вот хорошая, она вам показалась, ну, настолько такой вот, ну, чуть ли женщиной вашей мечты, да? Вот понимаете, о чем я говорю. Потому вы и хотели жить с ней долго и счастливо, потому вы с ней и семью создавали, либо же хотели создать. До появления этой женщины, возможно, даже вы какой-то период были один. Но не сложилось, не срослось. Давайте коротко посмотрим, почему не сложилось, что не сложилось. Не знаю, как получится, насколько длинный ролик записать, тяжело разговаривать. Здесь измена проигрывается однозначно, причем измена тайная, которую вы узнали. Эту тайну вы узнали. Довольно долгое время женщина держала в тайне, в себе, да, вот как-то пыталась скрывать эту измену. Она думала, что это и так с рук сойдет. Но тем или иным способом вы все-таки узнали об этой измене. И, конечно же, ну, там мало не показалось ей. Я думаю, здесь был либо же грандиозный скандал, либо же вы ушли настолько резко как-то, что даже она, возможно, ну, не ожидала, что вы так отреагируете. Итак, давайте смотреть все-таки, какая женщина пришла к нам сегодня на расклад. Ну, даже неудивительно, королева Пентаклей пришла. Я думаю, уже многие из вас, которые смотрят расклады Таро, да, кто увлекается раскладами, прекрасно понимают, что это женщина, ориентированная на деньги. Это женщина, которая любит себя, которая любит материальное, все, что касается подарков, которая любит все, что касается, ну, красивой жизни. Да, она любит именно то, что вот окружает комфорт. Вот это ее. Даже вот по этой карте видно, да, насколько женщина ухоженная, да, как она любит за собой ухаживать, как она любит красиво выглядеть, как она любит иметь постоянно денежку в кармане, да. То есть в таком плане. С этой женщиной, конечно, у вас произошла башня, да, вот башня произошла, это разрыв, это конец отношений, это разрыв, развал семьи, это... Это, знаете, это период, который вы переживали довольно тяжело. Вот как раз вот эти две карты, вернее, вот эти, да, вот с башней, вот эти две карты, они очень взаимосвязаны. Вот как раз из-за этой женщины вам было безумно плохо, безумно тяжело. Женщина довольно жадная до денег. Она вообще какая-то жадная по жизни. Вот знаете, с одной стороны, у нее есть накопления. Я не могу сказать, что она не имеет своих даже накоплений. У нее есть, в принципе, своя денежка отложенная. Ну, зачем же тратить свою, когда есть мужчина рядом, банкомат, да? Когда есть мужчина, который готов всегда тебе отдать деньги, который готов всегда, ну, я не знаю, отдать тебе, ну, последнюю рубашку, да? Понимаете, о чем я говорю? Это женщина, с которой вы хотели, знаете, вот построить семью, но семью, которая была бы, ну, равноправной, что ли, да, вот вам хотелось, чтобы все вместе, все в унисон. Ну, так не получилось, да, поначалу, может быть, оно как-то более-менее еще было, но потом вот как-то больше над отношениями работали вы, больше вкладывались в эти отношения вы, понимаете, поэтому, ну, я не могу сказать, что эта женщина, ну, стала вашей судьбоносной, нет, она абсолютно, знаете, она абсолютно, ну, не человек, который предназначен по судьбе. Нет, нет. Вы ее такой считали. Вы хотели, чтобы она была
ну, для вас как бы одна единственная неповторимая. У вас по судьбе будет совершенно вот другая женщина, но мы сейчас не об этом будем говорить, это совершенно другая история. Свою женщину вы почувствуете, это однозначно. И, кстати, вот опять же, да, в который раз проигрывается, что с вот этой вот дамой, мадамой, которая, ну, не очень такая хорошая, мягко говоря, да, вот с которой вы разошлись, да, вот все равно, вот какие бы гадости ни говорила, у некоторых из вас может проигрываться то, что вот вы все равно ее до сих пор не можете отпустить, вот любите. Причем, вот я думаю, вы заметили, из расклада в расклад такая ситуация вот переносится, да, вот, ну как бы не унижала она, как бы не изменяла, что бы она ни делала, вот вы все равно стараетесь как-то, ну стараетесь, я не знаю даже вот какие слова подобрать, стараетесь ей простить, что ли, да, вернее, даже вы не стараетесь, вы все прощаете ей, понимаете, вот вы прощаете до такой степени ей, что, ну, у меня просто, вот, я не знаю, у меня ступор. Кстати, я вот даже вспомнила некоторые ваши комментарии, да, вот вы реально вот пишете, некоторые ребята, что вот люблю, не могу, да, изменяла, унижала, оскорбляла, да, выгоняла. Но все равно люблю и ничего не могу с этим поделать. Это своего рода зависимость. Поэтому, ребят, у тех, у которых из вас вот сохраняется такая зависимость до сих пор, я бы вот просто вам советовала, ну, реально обратиться либо к специалисту, да, вы можете всегда вот и на личный расклад записаться, просто сделать диагностику, потому что это реально может быть вот, ну, приворот, любовный приворот, и вы не можете от этого избавиться. Вы не сможете устроить свою личную жизнь с новой женщиной, потому что у вас есть привязка. Я не говорю, что это у всех поголовно, но просто вот у кого есть такая ситуация, то, пожалуйста, ну, обратитесь, ну, как бы, это ваш выбор, конечно, но так не может быть, так не должно быть, понимаете? Это, я не знаю, это нарушается просто как-то, ну, все правила Вселенной, что ли, да, когда тебя гнобят, когда тебя унижают, оскорбляют, да, а ты как дрессированная собачка просто бежишь и снова готов прощать все, понимаете, ребят? Ну так не должно быть. Я никого не хочу обидеть. Я понимаю, что любовь это очень сильное чувство. Я понимаю, что сердцу не прикажешь, но тем не менее, ну, пожалуйста, я хочу, знаете, я почему это говорю, чтобы вам стало легче, чтобы вам стало лучше, понимаете, чтобы вы избавились от вот этой вот зависимости, от зависимости, возможно, даже магической. Поэтому вот, ну, услышьте меня, пожалуйста, у кого есть такой момент. Так, далее, давайте смотреть, что же эта дамочка говорит о вас другим. Вот смотрите, опять ситуация повторяется, в принципе. С одной стороны, она понимает, что точку вы поставили, да, что назад дороги нет. Но вот почему-то она другим рассказывает, что вы за ней бегаете. Она рассказывает, что она вами крутит и вертит, как угодно, даже после расставания. Она, она рассказывает, что вы и деньги даете, что она, ну, что хочет, то и делает, понимаете? Что вы вот у нее до сих пор как дрессированная собачка. Вот в таком духе, понимаете? То есть это, конечно же, вранье однозначное. Это человек, который врет всем и вся. Это человек, который, ну, знаете, она ради денег, ради какой-то вот своей славы, она никогда не остановится, да, вот ни перед чем. Она будет врать, она будет пытаться вот показаться королевой перед всеми, да, не только перед вами. Она будет такой, знаете, вот звездой, вот звезда во Вселенной, это вот про нее. Она рассказывает, что вот она пытается вас как бы отшить, отбрить, да, а вы за ней бегаете, вот как дрессированный просто, да. Она вас унижает, оскорбляет, она что угодно с вами делает.
а вы за ней бежите. Да, вот бегаете, то есть. Понимаете, о чем она рассказывает? Так, что еще за гадости она говорит о вас? Вот, давайте посмотрим. Вот карта, которая выпала из колоды, да? Это тоже довольно важная карта, если кто знает. Она говорит о том, что, опять же, она рассказывает о том, что вы ностальгируете по ней. Потому что шестерка кубков – это карта прошлого, это карта ностальгии. Это карта, когда человек скучает по прошлому, да? Это когда, это когда хочется вернуться в прошлое и вернуть все назад. То есть она другим рассказывает, что вам очень не хватает ее, что вам очень не хватает семьи, что вам очень не хватает ее детей, да? То есть она это настолько так приукрашивает, что вы готовы ей все простить. Это то, что она говорит своим, возможно, там родственникам, друзьям, приятелям, да? Что несмотря на то, что вот она накосячила, что вы разошлись, да? Но тем не менее, вот вы бегаете за ней. Вот бегаете до такой степени, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Понимаете? Но это вранье чистой воды, конечно. Так. Так, что же на самом деле? А на самом деле плохо ей. На самом деле ей бы хотелось, чтобы вы примчались, понимаете? То есть она рассказывает с точностью, да, наоборот. То, чего бы ей хотелось, но она выдает это все за желаемое, да? Вот она говорит, что вы уже бегаете за ней, а на самом деле ей хочется, чтобы вы бегали. А вы бегать не будете. Она ломает голову, чтобы уже придумать, как бы, ну, приукрасить, что ли, да, то, что происходит, либо же происходило, да, между вами, вот. Она не хочет выглядеть в плохом свете перед окружающими, понимаете? Она не хочет, чтобы ее осуждали. Она не хочет, чтобы, ну, виновницей во всех грехах, чтобы она была. Вот ей этого абсолютно не хочется. Конечно, проще обвинить вас, да. Вот она, помимо того, что рассказывает, что вы бегаете, потому что она это так преподносит, что типа вы виноваты, да, вот вы ее довели до такого, что она, может быть, там налево сходила. То есть во всем виноваты вы. Даже во всех ее косяках, вот вы виноваты. Понимаете, о чем я говорю, да? Мне сейчас довольно сложно говорить, поэтому уже, ребятушки, простите. Сильно много не смогу сегодня объяснить вам. Поэтому человек, вот она, смотрите, она даже как-то вот ломает голову, что ли, над тем, чтобы еще такого придумать, свое оправдание, да? Вот она не знает, что уже такого учудить, только бы обелить себя, да? Вот в белом свете выглядит перед друзьями, перед приятелями. Абсолютно, вот, знаете, ее как-то люди даже не воспринимают. Вот она пытается рассказать сказку про белого бычка, да, вот про вас, то есть. Она пытается это как-то так все приукрасить, но люди ей все равно не верят. Потому что люди знают ваши отношения. Люди знали, возможно, вашу семью, да, вот, либо отношения ваши. Они прекрасно знают, как вы относились к ней, да, и что произошло. Поэтому особо ей никто не верит. И у нее такое вот своего рода даже разочарование, что ну почему же ей не верят, да, вот она такая раскрасавица, она так красиво все рассказывает, она так все красиво преподносит, да, а ей почему-то вот все не верят. Ну что же такое, да, вот что же такое случилось? Я же такая вся распрекрасная. Вот в таком духе, понимаете? Вот даже может проигрываться ситуация, когда ее там, я не знаю, друзья-приятели могут, вплоть до того, что говорить, да что ты мелешь, что ты выдумываешь вообще, да мы знаем, какой он. Мы знаем, что он тебя любил, да, но он такого не сделает, да, потому что это ты виновата, ты накосячила. Но ей нужно быть победительницей, да, она в любом случае, она себя преподносит,
Ну, такой вот победительницей на коне. Ну, как это она может себя очернить? Ну, не бывать этому. Даже вот с теми подружками, с которыми она довольно тесно общается, я вам скажу, она им врет, и она, конечно же, все приукрашивает. Даже вот касательно измены, она это так обставляет, что реально, либо же вы с ней не спали, либо же вы не уделяли внимания, либо же вы грубо относились, либо же довели ее еще каким-то другим способом, что у нее не оставалось другого выхода, кроме как начать изменять, вот, ну, как бы отдушина пошла ее, да, понимаете, о чем я говорю? Поэтому, ну, знаете, вот смотрю на этот расклад и просто улыбаюсь, да, вот, ну, улыбаюсь, но настолько глупый такой человек, уж простите, да, не хочу оскорбить никого. Ну, глупая ворона, почему-то мне пришло такое вот на ум, я не знаю, ну, почему ворона, конечно, ну, каркает много, наверное, да, своим длинным острым языком. Поэтому вот такой расклад, ребятушки, вышел, да, Викуля приболела, поэтому простите, не очень такой сегодня у меня сексуальный голос, ну уж какой есть. Но тем не менее, смотрите, делайте выводы, да, вот с каким человеком, может быть, вы хотите помириться, да, вот кто-то из вас однозначно, вот это было видно по раскладу, вот вы хотите помириться с человеком, который врет всем и вся, да, она не только вам врет, она врет всем, но она врет, как дышит просто, она без этого не может, и другое она уже, к сожалению, не станет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!